Приветствую тебя на своем канале. Понятие Вселенная невозможно точно трактовать. Каждый из нас в глубине своих мыслей по-разному представляет себе ее масштабы. Чем больше мы пытаемся ее понять, тем сильнее болит наша голова. Все по-разному могут себе объяснить, где ее конец, бесконечна ли она и что находится в самом конце. Парадоксы Вселенной заставляют тебя смотреть в небо и влюбляться в познание любых объяснений. Безусловно, за какие-то 5-10 минут невозможно полностью раскрыть вопрос космической бесконечности. Но можно постараться понять, что такое космос, почему он может быть бесконечным и что находится за пределом Вселенной. Мы привыкли называть воду жизнью. С одной стороны, да, но с другой стороны, она тут ни при чем. Будь наша Земля чуть-чуть ближе к Солнцу, вся вода сразу бы испарилась. Чуть дальше она моментально бы замерзла. Но это не самое главное. Главное, что единственный источник нашей жизни – это Солнце. Здесь и начинаются парадоксы Вселенной. Мы видим Солнце каждый день. Даже сквозь мрачное небо нам виднеются его оттенки. Но все дело в том, что расстояние до звезды 150 миллионов километров. И свет от Солнца доходит к нам чуть больше, чем за 8 минут. То есть, когда вы смотрите на Солнце, вы видите его в записи, которая была 8 минут назад. А те звезды, которые сияют на нашем небосводе, мы видим в записи до миллионов лет. Посмотрите на звезду Проксима Центавра с Земли невооруженным глазом. Именно такой она была 4 с лишним года назад. А если вам интересно, какая она сегодня, посмотрите на нее через 4 года. Как раз дойдет свет до Земли. Вполне вероятно, что некоторые звезды, видимые нам, давным-давно уже погасли. Мы лишь наблюдаем остатки света. Быстрее скорости света не существует ничего. По крайней мере, так решили на Земле, и с этим ничего не поделать. Хотя, если брать в расчет все факты Вселенной, то можно найти скорость, превышающую световую, и она не будет противоречить теории относительности. Если мы возьмем в расчет не скорости самих тел, а скорость расширения космического пространства, то вполне она может быть какой угодно и превышать световую. Это очень тяжело представить без головной боли, но такое в принципе может существовать. Горизонт частиц – это обыкновенный термин в астрономии, который означает границу, отделяющую область пространства, который в данный момент может видеть наблюдатель. Расстояние до этой границы больше 45 миллиардов световых лет. И это наблюдаемая часть Вселенной. Ну а что находится за границей, мы никогда не сможем узнать. Дело в том, что Вселенная расширяется. Придется исписать карандаш, чтобы высчитать число, насколько больше она становится в сутки. Но весь прикол в том, что Вселенная расширяется равномерно. То есть, где бы вы ни находились, на какой бы точке Вселенной вы ни смотрели по сторонам, вам будет казаться, что вы в центре расширения. Однако никакого центра не существует, потому что расширение идет синхронно и одновременно во всех точках. Поэтому если вы, хотя это фантастическая ситуация, будете находиться на краю расширения, вы даже этого не поймете. Вы будете ощущать, что вы снова находитесь в центре расширения. Простыми словами представьте куб, и вы летите к краю. Однако вы не упретесь в край, а просто вылетите в другой точке Вселенной. Но этого сами вы не заметите, потому что Вселенная искривляет пространство. Возможно, будущие открытия и последующее изучение темной материи дадут нам ответы на эти вопросы. Но сейчас у Вселенной свои законы физики, от которых мы лишь можем шарахнуться в ступор. Поэтому ученые и любители астрономии на протяжении всей жизни пытаются ответить на вопрос, что находится в конце космоса. Но, к глубокому сожалению, мы никогда в этой жизни не получим ответ на этот вопрос. Таких телескопов просто не придумают. Мы не можем утвердить новый закон Вселенной, который будет работать. Мы можем лишь догадываться и укладывать в свою голову, что конца не существует.
Многие думают, а что было до Большого взрыва? Ответ очень прост. Простая пустота. Она, скорее всего, была всегда. Лично мне кажется, существуют так называемые мультивселенные. Вполне возможно, что где-то далеко есть другая сфера с абсолютно другими законами и принципами. Быть может, там есть то, от чего мы просто упадем в обморок в случае изучения. Лишь я могу сказать, что мне кажется, что космос бесконечен. Просто потому, что кроме пустоты ничего существовать не может. Она как была и так будет всегда. Поэтому проще не вызывать головную боль, а изучить то, что действительно можно. Поэтому подпишись на канал, спасибо, что смотришь мои видео, давай вместе будем изучать нашу Вселенную. Пока.